So that day that for days I prayed for God to push me and get me out of my comfort zone. Я как вам уже сказал, что я человек рутины и начал молиться за то, чтобы Бог вывел меня из зоны комфорта. That week, Pastor Scott asked me to come to Moldova. А вот именно когда я помолился, пастор Скотт позвонил мне и говорит: послушай, я хочу помочь тебе выйти из своей зоны комфорта, поехали в Молдавию. My first time in Moldova. Я первый раз в Молдавии. Очень красивая Молдавия, очень красивая страна. That same week, our children's pastor asked me to speak to children, which I do not do. И пастор по детскому служению говорит: брат, я хочу попросить тебя преподать урок детям. А я говорю: я детям не преподаю. I speak to older teenagers and Да, adults. подросткам, молодежи, взрослым, пожалуйста. And I had a friend ask me to do her husband's funeral. И, конечно же, в тот же день, на ту же неделю Бог также поставил меня вне моей зоны комфорта. Меня попросили сказать слово на похоронах одного моего друга. Which is really out of stretching me. И это, конечно же, очень так вывело меня за пределы, расширило меня. So don't ever get in a spot in your ministry where you don't think you can do things. Ask God to help you. Никогда не поговорите себе: я не могу делать то или иное служение. Просто попросите у Бога возможности. See, I do everything in our church now except for stand in front of people and speak. Я сейчас делаю все, что нужно в церкви, кроме проповеди. Про пастырь проповедует. But yet here I am today. Но вот смотрите, я перед вами сейчас говорю. So I am not a professional speaker. Я не профессиональный спикер. I am a 44-year, 1 month and 1 day retired grocery store manager. Я же бизнесмен. Я был руководителем разных вот этих, как супермаркетов, как метро. 44 года, 1 месяц и 1 неделю. Wow. Fought the call of ministry for many years until 1 year and 3 months ago. Я боролся с призванием пойти в служение 44 года. От него что? Отказывался, пока Бог год тому назад не повернул ситуацию. We'll talk more about that later. Я расскажу немножко больше о том, как произошло, что я согласился с Божьим призванием быть в служении. So before I introduce my family, one more thing. Перед тем, как я вам покажу фотографии моей семьи, я еще одно хотел бы сказать. Pastor Scott talked earlier about our old church with thousands of people. Пастор Скотт вам говорил о нашей церкви, где 3000 мест. I was part of those thousands of people. Я был частью тех тысячи вот этих людей, которые приходили. And those few hundred that stayed, А потом, после того, как пал наш пастор, я остался из тех, которые осталось пару сотен. my family was one that stayed. Моя семья осталась с той группой людей в том пустом здании. See, we did not follow a man. Почему? Потому что мы поняли, что мы не следуем за человеком. We followed Jesus. Нам нужно следовать за Иисусом. Amen. Аминь. Amen. Yes. It's all about relationships you make with your people. Все связано напрямую с отношениями, которые мы имеем с людьми. And stick to that thought. Да, и не забудьте. So here's my family. Got a picture of my family. Да, в служении важно иметь отношения с людьми. So I've been married 42 years to my high school sweetheart. Да, я женат на своей жене уже 43 года. Tell them a little bit of your story. My story? Yes, your testimony. Testimony? Yes. Okay, so here's my testimony. When Это мое свидетельство для вас. I was a military child. Я вырос в семье военных. I've lived all around the world, Philippines, England. Мы прожили в разных местах планеты, в Филиппинах, в Великобритании. All through the United States. Конечно же, в разных местах Соединенных Штатов Америки. My dad was stationed at the Pentagon. Мой отец, конечно, был частью Пентагона. And we ended up in Texas. И мы потом переехали жить в Техас. Everybody that I knew that claimed to be a follower of Jesus. Все люди, которые говорили: "О, мы христиане". It was more about religion than relationship. Чаще всего я видел только религию, а не отношения с Богом. They did not act in a way that I wanted any part of. Я не хотел быть таким христианином, как они. Почему? Потому что они себя вели не по-христиански. See, I was raised by my parents to be good is how you got to heaven.
И мои родители, они не были возрожденными людьми, они говорили, добрыми делами достигнешь неба. And that's how everybody did. И все так делали, да? Вот так все учили у нас. It wasn't until I met a girl, a ninth grade girl in high school. Я встретился с одной девушкой в школе, на тот момент она была в 9 классе. She was actually my next door neighbor. Она была даже в соседнем классе. That's how we met. Там мы встретились на коридорах школы. That I seen the first person that lived a follower of Christ. Вот эта девушка была примером истинной христианской жизни. So I hung on to her and we dated in Я high school. за нее так схватился и говорю, вот мой пример. And we've been married 42 years. И держусь за нее 44 года. You have a picture, I'll show you all. Если брат Саша поможет нам показать нам одну фотографию, мы будем очень вам благодарны. Спасибо. But while they get that, it was about 10 years later, although I И gave my life to 10 лет Christ, спустя I gave my life to Christ when I was 18. я посвятил свою жизнь Богу. The discipleship and sanctification process was never Процесс explained to me. освящения, посвящения Богу был целым процессом моей жизни. It took about 10 years until I met a man. Где-то 10 лет спустя я встретил одного человека, мужчину, первый мужчина-христианин. This was the first man that I knew that lived, that walked his talk. Это был первый раз, когда я встретил мужчину, который жил то, чему он учил. So he doesn't know this. He never knew this. He passed away a month ago. Месяц тому назад он отошел к Господу. И он даже не знал. I never had a chance to tell him. Я не имел возможности сказать ему вот это. Sorry. No problem, take your time. Oh my. I never had a chance to tell him how much his life meant to me and changed my life. Я не имел той возможности сказать ему о том, что его жизнь очень сильно повлияла на меня. So, yeah, we went to his funeral 1 month ago. Да, когда мы были на похоронах месяц тому назад, So this is to all the men in here. да, для всех мужчин, которые есть здесь, я хочу вам сказать, You never know who's watching you. я не знаю, кто за вами присутствует, кто смотрит, кто наблюдает за вашей жизнью. It's older men watching you and Может быть, younger men другие, watching более you. взрослые мужчины в вашей церкви наблюдают за вашей жизнью. А может быть, подростки или дети наблюдают за вашей жизнью. As the Bible says, live a life worthy of Christ. Живите жизнью, достойной имени, которое вы несете. In all things that you do. Достойной Христа во всем, что вы делаете. Because one man can change your life. Вы знаете почему? Потому что вы, как мужчина, ваша жизнь может повлиять и изменить другую жизнь. It was then that I got the relationship part of my journey. И вот через него он помог мне подружиться с Иисусом. So now my goal is every day to grow closer to Christ. И каждый день то, что я делаю, я стараюсь расти и быть ближе к Иисусу. That's through just like a relationship with my wife. И Relationship with Jesus is the same. И скажу вам отношение мое с Иисусом. Такое же я хочу, чтобы мое отношение было моя жена и я с Иисусом. You speak to him daily. You speak to her daily. Я общаюсь с Богом каждый день, я общаюсь с женой каждый день. And you listen to him daily by reading his word. Я слушаюсь Бога каждый день, и я And you listen to her daily. слушаюсь жену, да, каждый день. And we have 2 ears, the 2 ears and 1 mouth. Да, и не забудьте, почему? А потому что Бог не зря дал нам 2 уха и одни уста. That's hard for men. Для мужчин это очень трудно. Don't get a picture yet. We'll be there. Okay. Just a second. Okay, just I keep going. have 2 sons. У меня 2 They're aged сыновей, 35 and 38. возраст 35 и 38. My older son is the vice president of the Bank of America. Мой сын, старший сын, он, значит, является вице-президентом Банка Америки. And he has 3 children. So I Да, have и у 3 него grandchildren. 3 детей. And my younger son is a marketing manager. А мой второй сын является менеджером в маркетинге. And he is a worship leader at his church. И он является пастором поклонения в своей церкви. And he has 2 children. И у него 2 детей. So I have 5 grandchildren. Так что у меня 5 внуков. Слава Богу. All right, so let's start with before I get the picture. Let's start. Yeah, just keep going. Okay, let's keep going. Yes. Okay, so we're gonna talk a little bit about Josiah more. Посмотрим дальше на историю царя Иосия. Это страница 13.
Мы изучаем жизнь царя Иосии как Божий лидер, как Божий служитель. So there was 5 things that Josiah remained. То, что сделал царь значит, Иосия. So we're going to talk about your first fill-in. Okay. Is Josiah remained teachable. Первое, он оставался обучаемым. So there's some fill in the blanks there. 10-я страница. Я сказал другая. Я прошу прощения. Да, 10-я страница. Вы меня простите, я отвлекся. Думаю, как сделать, чтобы эта техника работала. Простите. So what does that mean to remain teachable? Да, что сделать так, чтобы мы оставались научаемыми? So in the business world, I've known many people who were unteachable. Я встречался с людьми, которые просто необучаемы. Кто из вас встречался с такими людьми? Их невозможно чему-то научить. So I also coached for 17 years, which I'll tell stories about. Видите, я руководил бизнесом, но я также был и тренером 17 лет в спорте. I coached European football, Да, европейский футбол, baseball, football, бейсбол, баскетбол, теннис, many sports. I coached many sports. Разные виды спорта. But there are some people that are uncoachable. И я заметил, что есть люди, которых невозможно тренировать. So don't ever get to a spot in your age that you think you're unteachable. Никогда не доходите до времени в жизни, когда вы больше не обучаемы. You always learn. Всегда, постоянно чему-то учитесь. Аминь. So the second one kind of answers his question earlier. Вот брат задал этот вопрос, и этот вопрос, здесь есть ответ на него. Is that you overcome obstacles carried from the past. Он Иосия преодолел препятствия, сохранившегося из прошлого, от своего деда Манасии. So basically you learn from your mistakes. Чему он научился? Он научился на ошибках своего деда. And it's okay to make a mistake. И иногда ошибаться это нормально, это естественно. Just as long as you learn from it. Но главное научиться на своих ошибках. And that is what Josiah did. И Иосия он научился и на своих, но особенно с ошибок своего деда. So the third thing he did, he was willing to pay a personal price for Третье, success. Иосия он был готов заплатить личную цену за свой успех. Да, отсутствующее слово можно записать цену, да, за свой успех. So here's one, we're going to park on this one for a second. Мы на пару секунд остановимся на этом утверждении. So success. Успех. What does that mean? Что означает успех? We need to really understand what that word means. Success at the expense of others is unacceptable. Когда мы имеем успех за счет других людей, это непозволимо для лидера. Success at the expense of your family is unacceptable. Достигать успех, жертвуя семьей, достигать успех, жертвуя людьми для служителя, это неправильно. There was a time in my life I had to make a really hard decision in my business life. В моем опыте как бизнесмен мне пришлось принять такие решения в жизни. You see, because at one time in my life I was voted the #1 grocery store manager in the entire United States. В 1970 каком-то году я был выбран как самый лучший менеджер вот этих продовольственных магазинов в Америке. And when it came to employee relations, how I related to Особенно в people. вопросе отношений между менеджером и работниками. So by the time I was in this magazine for being one of the top store managers, Представьте себе, тебя выставляют в газеты как самый лучший менеджер в Соединенных Штатах Америки. I was also spending many hours away from my wife. Это означает, что я очень много времени проводил без семьи, да, за пределами дома. So I had to make a decision. What is success? И я должен был для себя определить, что было для меня успехом. Is it money? Деньги было для меня успехом? Or is success a successful marriage in my Либо life? успешная семейная жизнь. Что для меня есть успех? That's a hard decision to make. И очень нелегко было принять такое решение. Because I don't know how it is in Moldova, but in the United States, it's all about money. Я не знаю, как в Молдавии, но в Америке все жижется на вот этом, на деньгах.
So I made the decision and I left my first company after 17 И я years. после много времени что сделал? Принял решение оставить компанию. And I started my own grocery company. Я начал свою компанию. And it was that time that I was able to coach, and I coached my sons. Я тогда смог провести время со своими сыновьями, смог ходить на их тренировки. My wife and I never missed one thing my kids did. И вы знаете, после этого я принял решение, что я никогда не буду отсутствовать на тех мероприятиях, которые дети мои будут иметь в своей And I'm жизни. seeing the results now with my children. А сейчас я вижу результаты в моих детях. Because both of my children, well, children, it's hard to say, both my men, my Да, сейчас уже sons, не могу сказать, что они мои детки, да, но это уже взрослые мои сыновья. they understand what it means to be a good husband Они сейчас знают, что означает быть хорошим отцом или мужем. and a good father, И быть хорошим отцом. and the spiritual leader of their Быть family. духовным лидером в своей семье. Because of the decision I made 27 years ago. 27 лет тому назад я принял то решение, чтобы больше быть с ними. So when you see the success word, just understand it's not the expense of. Что есть для тебя успех? Успех, главное, не ценой людей и не ценой своей семьи. And that's a really hard one to understand. И это очень трудно людям понять. Number 4, Четвертое. he recognized the key to victory. А Иосиф, он осознавал ключ к победе. Just understand the direction you're going. Просто поймите то направление, куда вы идете, куда вы движетесь. Scott spoke a little bit about vision earlier. Брат Скотт говорил о важности видения. And he talked about loving the Lord God with all your heart, soul, mind, and strength. Лидеру, служителю важно любить Бога всем сердцем, всем умом, всей силой своей. Аминь. Well, when I was making the decision to get out of the grocery business, I had to make a tough decision there too. Follow the Lord, follow the God's calling. Когда я вышел с этого бизнеса, для меня было я принял это решение, основываясь на этом утверждении: люби Господа всем сердцем. Or be comfortable in a business I've been in for 44 years. Либо оставайся дальше 40 лет в этом бизнесе и живи комфортную жизнь. So as Scott built a closet in his room, Как брат Скотт в своем доме построил молитвенную комнату для себя, I would walk. у меня молитвенная комната — это моя ходьба. Я иду и молюсь. Everybody has a different way that they. У каждого свой подход, да, как он, когда он молится, когда он проводит время с Богом. So I started to love the Lord God with my heart. Я начал больше и больше любить Господа Бога всем сердцем, умом и силой. And with all my soul. Всей моей душой. And with all my mind. И всем моим умом. And with all my strength. И всей моей силой. So if you look Romans 12, chapter 1 and 2, Римлянам 12 глава. It talks about transforming your mind. 1-2 стих, можете записать себе. Это преображение ума лидера. That's what I did when I left. Скажу вам, вот тогда, когда произошло вот это преображение, вот тогда я оставил вот этот путь в бизнесе. So if I could tell you one thing, if you're making a decision about vision, когда вы принимаете решение в сфере видения, transform your mind. Работайте над преображением ума вашего. And get right with God. Сделайте все возможное для того, чтобы отношения с Богом были хорошими, здоровыми. Number 5. Пятое. He retained a personal commitment to victory. Пятое. Он сохранил личную посвященность к победе. So here's one from my business world. Вот еще один пример из моей жизни или работы. It's hard to follow a leader that has no commitment. Очень трудно следовать за лидером, у которого нет посвящения. You have to be committed, and your people that serve underneath you need to know that you are committed. Тем людям, которым мы служим, они должны видеть в служителе посвященность, и тогда он ведет своим примером. Запишите себе: служитель должен вести всегда своим примером посвящения. See, Josiah set the example. Иосиф показал на своем личном примере, что означает посвященность. It's because of the other 5 things that we just talked about that we filled out. Да, вы уже упомянули эти 5 основных принципов успеха в жизни царя Иосифа. Okay, so I'm going to move down a little bit. So we move down to the helping others break through victory. Как помочь другому одержать победу? You want to read 2 Timothy 4:17? 2 Тимофея, 4 глава, апостол Павел говорит такое: «Господь же предстал мне и укрепил меня,
дабы через меня утвердились благовестие и услышали все язычники. So in order to develop others, Как помочь другим стать победителями? you need to make sure that you are strengthened in your right with God. Нам, как служителям, важно иметь здоровые отношения с Богом и быть также крепкими. There were 1, 2, 3, 4, 5, 4. We have four things to fill out here. Да, 4 слова, которые нам нужно будет их записать сюда. You need to understand the law of timing. Первое. Служителю важно понимать закон правильного времени. God's timing and your timing might not be the same. Божье время, наше время может быть не одинаковым. So a few ways to help you understand whether it's God timing is through prayer. Как можно было бы понять, когда правильное время или Божье время? Служителю нужно просто молиться. For me, God speaks through conviction. Для меня Бог говорит через какое-то убеждение, Он ставит убеждение в сердце моем. If I have to make a tough decision, God will nudge my heart. Когда мне приходится принимать какое-то тяжелое решение, Бог ставит такое убеждение в моем сердце. And He will steer me the direction He wants me to И go. Он дает мне направление в сердце. Я чувствую, что я убежден, это то направление. And for me, He throws obstacles in my way if it's not His way. Да, и если это не Божие, не подходящее для меня решение, Бог ставит мне преграды на пути, я это чувствую. The second thing is to pray. Pray, pray, pray. Да, молитесь, молитесь, молитесь. Pray for breakthrough for your people. Молитесь за то, чтобы ваши люди были открыты для Бога. If you have a certain person who's not gifted in a way, ask God for help. Если вы видите, что кто-то находится в вашей команде и не дотягивает в служении, молитесь за него, чтобы Бог ему дал силы. The third thing is model. Следующее. Model living. Да, покажите на своем личном примере, что означает жизнь и служение. So I was talking about earlier about being the example to others, Будьте примером для других, быть примером для других. and how that friend of mine named Gary, how Вот he этот affected my брат life. Герри, который он так повлиял на меня, был тем мужчиной, верующим, который очень сильно повлиял на меня. So how I knew him was through sports. Я тренирую в спорте, я познакомился с этим спортсменом Герри. Because most of the men I knew at that time were one way at church. Вы знаете, большинство людей, с которыми я встречался в свое время в молодости, они в церкви были святыми, а вне церкви совсем были другими. And he was the same on the playing field as he was А он, at как church. спортсмен, был тот же человеком на стадионе, как и в церкви и дома. So you need to model everything you do in your business world and at your church. То ли ты в бизнесе, то ли ты в церкви. Показывай своим личным примером, что означает быть истинным христианином. If you are speaking on discipling others, then you need to be discipling others. Если мы говорим, занимайтесь ученичеством, учите, наставляйте в Слове Божьем, самому этому тоже нужно этим заниматься. If you are preaching for your followers to tithe, to give, Да, then если, к you must примеру, give. проповедник говорит, давайте десятину, то проповедник должен что? Сам же давать десятину. Аминь. If you're telling others, Не if you are preaching on loving others, Давайте под другой пример дадим. Любите ближнего своего, как самого себя. then you must love the ones who are unloving. И даже любить тех, которых тяжело любить. Самому это также делать. And that is hard to do. И иногда это трудно делать. Okay, vulnerability. Следующее. That's below the model. Да, уязвимость. They know they are not Первое. perfect. Правильное... Да, just give me a second. Okay. Правильно, что делать? Понимать правила правильного времени. Второе. Молитва. Третье. Пример. Да? Пример победоносной жизни. Следующее. И в примере победоносной жизни означает уязвимость. Must be vulnerable. Уязвимый лидер. Открытый лидер. We are not perfect. Лидеры. Мы несовершенные люди. Кто со мной согласен, да скажет аминь. Аминь. There was only one that was perfect. Сам один только совершенный служитель и лидер. Кто он? It is not me. Это не It я. is not you. И не ты. Это Иисус. Аминь.
You got hard to understand sometimes on that one. И иногда трудно людям согласиться с тем, что мы несовершенны. Humility. Следующее слово — That's смиренность. the last fill in the blank on humility. Смиренность. This is one I learned В later in конце life. страницы, да, смиренность. As the first 15 years of my life, it was all about me. Первые 15 лет моей жизни в бизнесе было все только связано со мной, чтобы я заработал. It was all about being successful. Быть успешным. It was all about being the #1 store manager in the United Быть, да, States. самым лучшим менеджером вот таких магазинов в Америке. No matter what the expense of others. Неважно, какой ценой. Даже ценой других людей. And I have known some pastors and some leaders who have that same mentality. Я встречал и знаю лично даже служителей, которые имеют такой же менталитет. Don't let that be you. Не позвольте себе быть таким человеком. Be humble. Будьте смиренными. Be kind. Будьте добрыми. Be patient. Будьте And терпеливыми. loving. Любите людей. Be an example to your people. Быть примером для своих людей. Yeah. It's not till later, my last 17 years in the grocery business, После того, последние 17 лет моей работы в бизнесе, when I understood that it wasn't about me, but it was about helping others. когда я понял, что я там не нахожусь ради меня, а ради того, чтобы помочь другим быть успешными, Is that when I was truly successful? вот тогда я и стал успешным предпринимателем. Очень трудно. Hmm? Translating. The last one on this page is transparency, И следующее слово — это прозрачность. which is, I'm going to tell you a story about a man I'm discipling right now. Прозрачность, я хотел бы дать вам пример одного человека, которого я сейчас наставляю. So in the past, when I would be walking with a man, Когда в прошлом я наставлял мужчин, and he would open up to me about some things he's struggling with, и, к примеру, мужчина открывался мне насчет каких-то проблем, с которыми он борется, I would be the man that all men are, and God just trying to fix him. и я что делал? Я был, как все другие мужчины, старался сразу решить проблему, дать ему совет. But this guy that I am walking through right now, Но с этим человеком, которого я сейчас наставляю, I'm opening my life to him and being я transparent. тоже открываю себя перед ним и говорю, вот я, с чем я борюсь или боролся. So the thing is that he has admitted that he struggles with. Видите, он открывается передо мной, я открываюсь перед ним. I look back at my life, И смотря на свою жизнь, свое прошлое, and if I struggle with the same things, I am more open. и если, к to them. примеру, я вижу, что у меня была та же борьба, он начинает что? Больше открываться, когда я делюсь своей борьбой. See, because sometimes God brings you through stages in your life, И я вижу, что Бог иногда проводит тебя через какие-то этапы жизни, good or bad, плохие иногда бывают, трудные ситуации или хорошие. so that you can help others when the time comes. И иногда эти трудные периоды в жизни, они помогают тебе понять лучше и помочь лучше другим. Like somebody in your family gets sick and you don't understand why, Иногда, к примеру, кто-то проходит через какую-то болезнь или смерть в семье, and then you find yourself later in life helping somebody go through the same thing. а потом ты понимаешь, что позже в жизни ты помогаешь человеку, который проходит через те же семейные трудности. That's when you realize, Когда ты понимаешь, что трудности твоей жизни, it's like with my father. к примеру, мой папа, My father went to see Jesus when he was 54. мой отец, он покаялся, а когда ему стало 54 года, он отошел из этой жизни. My dad was an athlete. He traveled the military and played sports. Мой отец был военным спортсменом, и он повсюду, где не ходил, занимался спортом в военных частях и направлял людей. At the age of 37, he had a heart attack. Когда ему было 37 лет, у него был сердечный приступ. And for the next 17 years, he was not the same Да, после physically. этого 17 лет спустя он не был тем же человеком на протяжении следующих 17 лет. My mother never worked a day in her life. Never worked. Never worked. Моя мама нигде не работала. But when my dad passed away, Когда мой отец отошел к Господу, I see now how God worked through that to help my mother. это подтолкнуло или помогло моей маме в чем-то. So sometimes we don't know why we go through some things. And helped in which way? Just It finish helped. the thought. She didn't drive. She didn't pay bills. So she learned. She learned. I taught her to drive. Окей, да, моя мама не была никогда за рулем. Пришлось научиться, как вести машину. Моя мама никогда не оплачивала счета. То, что мой отец отошел в вечность, это научила, и я тоже помог моей маме научиться.
So now my mother is 80 years old, Сейчас моей маме 80 лет. and she can help others that lose their husbands. И знаете что, она сейчас наставляет других женщин, как пройти через период вот этой потери, когда они теряют своих To say мужей. that it's being transparent. Быть прозрачным со своими проблемами жизни. Which I don't know if you want them to do these last three things. That's all I have. We have the four. The leaders, all breakthrough leaders. Number 4 is breakthrough leaders. Четвертое. Привлечение победоносных лидеров в свою команду. So that's basically developing leaders to your leadership team. Это когда мы помогаем людям развиваться в нашей команде. So ask them a question and answer. How do you develop leaders in your leadership team? Как, к примеру, вы развиваете, помогаете лидерам расти в вашей команде? Если можно, повернитесь к кому-то и дайте пару идей, как вы помогаете своим людям в своей команде, своим волонтерам, кому вы помогаете, кем вы руководите, как вы им помогаете расти. Пару советов. Если можно, обсудите между собой сначала. Как вы помогаете своим волонтерам, своей команде расти. А я им доверяю работу. И я говорю, мало будешь поставлю, так говорит Писание. Поэтому они пробуют себя в каком-то маленьком организовать, сделать шаг лево, шаг право, расстрел. На членском собрании. Никакой самодеятельности. Я только это через ошибки не учатся, поэтому надо позволять им ошибаться. Да, лучше сам все сделай. Спасибо, давайте мы хотим попросить вас, чтобы, если можно, вы нам поделились, может быть, одной мыслью. Как вы помогаете своим волонтерам, своей команде расти? Если можно, кто желает, поднимите руку вверх. Одну мысль, коротко одну мысль. Мы дадим сестре возможность. Сначала, пожалуйста, сестра Карина. Первое – это быть с ними вместе, наставлять их и доверять. И доверять. Страшно, но тогда они растут. Sometimes it's not easy, but that's how they grow. Спасибо. Поручать какое-то дело, чтобы они делали. Trust them. Чтобы учились через свои ошибки, через какие-то дела. Прекрасно, спасибо. Преодолевать вместе трудности, Now we go through difficulties in life together, делиться опытом. and I share my experience with them. That's transparency. Прекрасно. И там, да, брат Игорь говорит о том, что прозрачен, да, мы прозрачны своим опытом. Спасибо. Делать свое видение, их видение. Is to make my vision their vision, is to cast it properly. Прекрасно. Еще? Там еще одна была поднятая рука где-то? Да, брат Аурел? Noi avem în echipă un principiu, adică noi facem, ei se uită, We have a noi principle facem in our împreună, team. I do, they watch, we do together, and then they do, I watch, and I give them a feedback.
Прекрасно, спасибо. Молодцы. Хорошо, еще? Да. Я добавил еще одну вещь, это то, чтобы помочь осознать, к чему их призвал Бог. To help them understand their own calling. Все, и дать так. And I think, they will keep going. Спасибо, прекрасно. Еще? Noi delegăm anumite lucruri pe care trebuie să le facă și totodată oferim spațiu în care să poată cumva să iasă din controlul total, ca să poată uneori chiar poate să facă o greșeală, dar să vezi la greșeală dată poate chiar să mistakes in their own experience. Супер, mulțumesc. Хорошо, слава Богу. Хорошие мысли, прекрасно. They're all good. It's important that we learn from one another. Конечно, всегда хорошо, когда мы учимся друг у друга. If you hear something that you're not utilizing, implement it in your ministry. One more time. Would you repeat the same? Yes. If you hear something that you are not implementing in your ministry, and that would work implementing in your ministry. Да, если вы слышите у кого-то какое-то утверждение, может быть, какую-то идею, мысль, может быть, они ее не внедряют в свое служение, постарайтесь, может быть, тогда применить в своем служении. Like for me in the business world, it was about making decisions. К примеру, для меня принятие решений. My leaders were afraid to make decisions. Лидером мои подчиненные, им было очень трудно принимать решения, они боялись. So I allowed them to make a decision. My motto was, make a decision, make any decision, but just make a decision. Я всегда им говорил так, мое утверждение было таким: принимай решение, принимай любое решение, да просто прими решение. And then you love them enough where if it wasn't a correct decision, you can talk about how to do better. И люби их так, чтобы если даже они примут неправильное решение, чтобы ты им дал эту возможность все-таки принять решение. Do not micromanage your leaders. Никогда не занимайтесь просто микроменеджментом, да, в деталях не держитесь среди людей. Allow them to lead. Позвольте им руководить. We're going to go through remembering the following keys throughout this lesson. Ну, и последнее, перед тем, как мы выйдем на обед, давайте мы посмотрим четвертое. Да? Привлечение подобных лидеров в свою команду. Victory is preceded by a breakthrough in the life of the leader. Первое. Победа предшествует прорыву в жизни лидера. So people follow people who lead. Люди следуют за теми людьми, которые руководят. I've seen this many times in 35 years in ministry. 35 лет вы в бизнесе, я это видел. So even though I was a businessman for 44 years, I was also involved in our church. А и 35 лет, извините, в моем опыте, видя, как в церкви происходит, и в бизнесе это же происходит. Люди следуют за теми, кто руководит. Where the Bible says there was no vision, people will perish. Там, где нету видения, народ погибает. Always have a vision. Всегда хорошо, чтобы лидер имел видение. And people will follow you if you lead them. Если вы руководите людьми, люди будут идти за вами. 2, victory is possible despite impossible circumstances. Второе, победа возможна, несмотря на невозможные обстоятельства. This is where, like with me, this is where God strengthens you and stretches you to do things that are uncomfortable. Бог укрепляет, Бог расширяет твои возможности. Because if you'd have told me 3 months ago I'd be speaking in Moldova to you, Если бы вы 3 месяца тому назад сказали бы, что я буду вам преподавать, then I would say no. я бы сказал бы нет, невозможно, чтобы я полетел в Молдавию. So sometimes you got to get out of your comfort zone Приходится выйти из своего комфорта, to grow closer to Christ быть ближе к Богу and to do things that He wants you to do. и делать то, что Бог хочет, чтобы мы сделали. Again, leaders' first victory is over self. Поэтому следующее, первая победа лидера – это победа над собой. So you have to get yourself right before you ask somebody else to get their self right. Перед тем, как вы просите, чтобы люди менялись, нужно самому меняться. See, in this one store I managed, I had 409 employees. Один магазин, и просто вам скажу, сколько у меня работников было? 409 работников в одном магазине. And I had to be the leader to all those people. И мне нужно было быть, and that was part of 1,200 stores, isn't it? That store. Yeah, that was one store, Walmart. One store manager. И вот один только вот этот Walmart, где я отвечался, я должен был руководить вот этими 400 людьми.
So I had to be the leader, the example to all of those, or they would not follow me. Я был лидером, если бы я бы не был лидером, примером для них, 400 человек за мной бы не хотели бы следовать. So if I wouldn't have been a good leader, the store would have. Если бы я бы не был бы хорошим лидером, я бы что? Обанкротил бы магазин. Same thing in your ministries. Поэтому и в служении Be the leader так же that the происходит. people expect you to be, Будьте лидером, которого хотят люди, за которым хотят люди следовать. and who Jesus wants you to be. И каким хочет видеть нас Иисус. 4. The people's victory Четвертое. follows the leader's breakthrough. Победа народа следует за прорывом лидеров, за ростом лидеров. So like an example of Scott. К примеру, вот как пастор Скотт сказал, His vision его видение, in the business aspect of the church а в деле вовлечения церкви в мир бизнесом, is something that would have never happened without the vision he had. без вот такого видения мы бы как церковь даже никогда не подумали, что мы можем вовлечься в это дело. And now we're starting to see faith-based businesses birth out of venture И church. вот из вот нашей церкви, из этого видения уже зародились христианские бизнесы, которые приносят прибыль. So don't think that anything is impossible. Не думайте, что нет, что-то есть невозможное для Бога. If God gives you a vision, follow И it. если Бог дает тебе видение, следуй за ним. So victorious leaders are always, 3 things that victorious leaders are always. Побеждающие лидеры всегда делают следующее. You're always adding the good people to your team. Они добавляют хороших людей в команду. So how do you do that? И как мы это делаем? Pray for specifics. Молитесь конкретно, да, специфично. Yeah. If you specifically need whatever need you need, pray specifically for that need. Молитесь конкретно за тех людей, которые могли бы конкретно восполнить ту нужду. God will have 3 answers for you. У Бога есть 3 ответа на все молитвы. Мы все знаем. It'll either be yes, no, or not Ответ yet. какой? Да, нет и подожди. So be okay with the not yet and the no. Если говорит Бог, подожди, еще не время, это нормально. And that's hard to do as a leader. Для лидера это очень трудно с этим согласиться. Because remember, God's timing sometimes is not our timing. Потому что Божье время не наше время. Second thing is lifting the morale of the team. Второе, поднимаем моральный дух команды. This is extremely important. Я думаю, что это тоже очень важно. I've been involved in some teams, my grocery stores that had really good morale. And I've had, К примеру, я был в командах, где хорошая мораль, а других была очень заниженная мораль команды. and all it takes is one bad person to affect your morale. One bad apple. One bad apple, one Да, bad egg. одно плохое яблоко портит все. Yeah, we have a saying in the United States, one bad egg. Да, вы знаете, одно плохое яйцо что делает? Mhm. Все остальное. Yeah, so just be aware of the morale of your team. Посмотрите, какая мораль в команде. And find resources for your И team. последнее. Ищет ресурсы для команды. If one of your people says they need a certain thing, Если кому-то нужно что-то, show love and help them develop how they can get that. да, покажите любовь людям. And when that this whole thing has been developing others, it's all about developing others, but you have to have your life right first. Когда мы хотим помочь другим развиваться, улучшать свое дело и жизнь, нам нужно сначала что? Привести порядок в своей жизни. So what are some ways to develop your inner circle of leaders? Как мы строим вот эту ключевую или ядро, ключевую часть команды? The first thing you got to do is you got to find out what their strengths and what their weaknesses are. Первый совет. Каждому лидеру нужно ядро, нуклео. Как мы это делаем? Мы помогаем людям раскрыть свои сильные стороны. So you do that in the business world, and you can do that in the church. Мы делаем это в церкви, мы это делаем в бизнесе, мы помогаем людям раскрыть свои сильные стороны. So as a grocery store manager, I had to find out who was strong at one thing and weak at another. Если, к примеру, я, как руководитель магазина какого-то, я должен был понять, какие сильные стороны моего работника и какие его слабые стороны. Because if I had somebody who wasn't strong in an area, why would I use? Если этот человек не справляется в той или иной сфере, почему мне его туда ставить? Because not everybody has a personality and is joy and loving and smiling. Да, and that you mean like welcoming people? Yes, welcoming not everybody customers? has that. Если вы, к примеру, ставите человека, чтобы он поздоровался с вашими клиентами, а у него нет улыбки на лице, он не радостный человек. So the ones that had that, they were on the front end
with the Те customers. люди, у которых улыбка, радостные, ну да, живчики такие, мы их что? Ставим прямо у дверей. You didn't put somebody who was Grumpy. grumpy. Да, on мы the front никогда end. не ставим у дверей церкви людей, которые что? Обиженные, да, ну что ты сюда пришел? And it's the same thing in your church. Так и в церквях должно быть. Будьте внимательны, вы доставите кого? You don't put somebody in an area that they're not strong in. Да, they're ushers usually. They're ushers usually, you know, they're welcoming people at the doors. Ushers, yes. Yes, ushers. yes, Yes. But like with me and speaking to children, К примеру, не ставьте меня преподавать детям. that was not my strength. Это не самая сильная часть моей личности. So that's why I prayed for God to strengthen me and Я get me говорю, out of my Господи, comfort дай zone. мне силы, выведи меня за зону моего комфорта. But most of the time, you don't want people who are afraid to speak to children Если вы знаем, этому человеку страшно говорить перед детьми, to be speaking to your children. не ставьте его перед детьми. One of the jobs, and I'll finish with this, one of the jobs I have right now as what I do with our church То есть, чем я сейчас занимаюсь на пенсии в церкви, is I find what people are passionate about. знаете, чем я занимаюсь? Я ищу людей и замечаю, где их страсть, And what they're gifted in, в чем они одаренные. and then I get together with them and I help them find an area Я to serve нахожу the этих church. людей и помогаю им найти работу, служение в церкви. And that's what that's Вот чем я занимаюсь the в part of the церкви. job I do that I do not get paid for, but I Вы do. знаете, за это мне никто не платит, но я люблю давать людям работу в церкви. So speaking to you, Поэтому говоря вам, find your passion and your найдите gift свою страсть and serve in that area. и служите в сфере своих дарований и своего призвания, своей страсти. And with the leaders you have underneath you, И лидеры, которые будут под вашей ответственностью, find what they're passionate about, найдите их страсть, их find дарование, what they're gifted in, в чем они одаренные Богом. give some time to them, Дайте им время вырасти немножко and watch them grow in Christ. и позвольте им, чтобы они ходили со Христом и росли во Христе, ставя их на правильное служение. And that's the advice I can give to you. Это самый лучший совет, который я мог бы дать вам из своей жизни. Да, спасибо. Thank you so much. May the Lord bless you. Спасибо. У нас сейчас будет короткий